В разгаре сезон финансовой отчетности за третий квартал. Как обстоят дела у нефтяников и металлургов? Баснословны ли их прибыли? Отчетность крупных горно-промышленных и нефтедобывающих компаний проливает свет на текущую ситуацию. 23 октября отчиталась канадская горно-промышленная компания Teck Resources. Показатели выручки и прибыли на акцию разочаровали инвесторов, не оправдав ожиданий. Однако, по словам генерального директора Джонатана Прайса, компания добилась существенного прогресса в расширении второй очереди медиадобывающего проекта Quebrada Blanca. Согласно отчету за третий квартал, объемы продаж в подразделениях по производству красного металла и цинка превысили показатели за аналогичный период прошлого года. И компания продолжает расширять производство. В третьем квартале Teck Resources завершила технико-экономическое обоснование проекта HVC 2040 и представила его оценку в Управлении экологической экспертизы Британской Колумбии. 24 октября об итогах квартала сообщила Southern Copper Corporation, одна из крупнейших горно-металлургических компаний в мире. Прибыль на акцию компании превзошла прогнозы и составила 80 центов. Порадовал инвесторов и показатель выручки в 2,51 миллиарда долларов. Он также превзошел прогнозы в 2,4 миллиарда. Чистый объем продаж компании за третий квартал вырос примерно на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был обусловлен повышением цен на медь, молибден и серебро. Чистая прибыль Southern Copper увеличилась почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Что касается производства меди, то относительно прошлого года оно снизилось, что в основном обусловлено снижением качества руды на проекте Куахоне. Выпуск металла на предприятиях в Мексике также сократился почти на 2% в сравнении с предыдущим кварталом. Главным образом из-за уменьшения показателей на шахте Буэна-Виста. Однако в годовом исчислении производства меди Southern Copper выросло на 3,6% в текущем году. 26 октября подошла очередь для отчета американской горнодобывающей компании Newmont. Несмотря на неоправдавшиеся прогнозы относительно выручки и прибыли на акцию, компания заявила о стабильных результатах в третьем квартале и объявила о выплате дивидендов за данный период в размере 40 центов на акцию. По словам директората, в середине октября компания достигла соглашения с профсоюзом рабочих на своем золотом руднике Пенескита в Мексике, положив конец 4-месячной забастовке, которая обходилась компании в 3,7 миллиона долларов в день. Вдобавок, Newmont получила одобрение полного финансирования проекта Памур в канадском золотодобывающем районе Поркюпайн. В третьем квартале агентство Fitch присвоило компании рейтинг А- со стабильным прогнозом. Это говорит о способности Newmont обеспечивать сильную ликвидность. Компания получила все одобрения правительства и регулирующих органов, а также необходимые голоса акционеров в преддверии завершения сделки по приобретению Newcrest Mining, запланированного на 6 ноября. Подводя итог, можно сделать вывод, что только Southern Copper смогла порадовать инвесторов показателями выручки и прибыли на акцию. Teck Resources и Newmont это не удается на протяжении года. Такие результаты сигнализируют о сложностях, с которыми сталкиваются компании в производстве и поставках металлов, а также о замедлении спроса на них в период кризиса и весьма нестабильной геополитической обстановки в мире. А что насчет показателей сегмента энергоносителей? О своих результатах за квартал отчитались и крупные нефтедобывающие компании. 26 октября данные огласила французская компания Total Energies. Компания входит в список 7 крупнейших мировых нефтяных конгломератов Big Oil и присутствует в более чем 130 странах мира. По итогам квартала добыча черного золота Total Energies выросла на 5% в годовом исчислении благодаря запуску нефтяных проектов в Бразилии, Нигерии и Ираке. А проекты компании в Суринаме и Намибии открыли путь к новым разработкам углеводородного сырья, способствующим будущему росту денежных потоков, говорит генеральный директор Патрик Пуяне. Как итог, Совет директоров принял решение о выплате третьего промежуточного дивиденда за текущий финансовый год в размере 0,74 евро на акцию, что на 7,25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, компания реализует программу обратного выкупа акций на сумму 9 миллиардов долларов в текущем году, о чем было объявлено 27 сентября. Но не у всех нефтяных гигантов дела идут хорошо. 27 октября ExxonMobil, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации, сообщила о снижении прибыли в размере 9,1 миллиарда долларов из-за падения стоимости энергоносителей. Прибыль крупнейшего производителя черного золота в США выросла за счет более высоких цен на сырую нефть по сравнению с предыдущим кварталом и роста спроса на бензин и дизтопливо. Однако цены значительно отстают от рекордных уровней годичной давности.
По данным компании Business Exxon, по перекачке нефти и газа пострадал из-за падения стоимости природного газа на 60% по сравнению с прошлым годом и падения цен на сырую нефть на 14%. Как результат, прибыль на акцию в $2,25 оказалась на 5% ниже прогнозов аналитиков. Добыча нефти и газа Exxon упала примерно на 1% по сравнению с тем же кварталом год назад. Для ее наращивания компания заключила две сделки. Это покупка сланцевой компании Pioneer Natural Resources за $59,5 миллиардов и оператора углеродных трубопроводов Denbury за $4,9 миллиарда. По мнению финансового директора Кэтрин Микелс, эта покупка более чем удвоит добычу Exxon на месторождениях Пермского бассейна США до 1,3 миллиона баррелей нефти и газа в день. В тот же день нефтяная компания Chevron, одна из самых крупных в США, также зафиксировала значительный спад чистой прибыли за третий квартал. Об этом сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что падение прибыли связано со снижением цен на энергоносители. Тем не менее, выручка Chevron все же превзошла ожидания. За третий квартал компания получила прибыль на 42% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Прибыль на акцию составила $3,48 вместо $5,78 в прошлом году. Показатели компании в сегменте разведки и добычи снизились более чем в 1,5 раза, как и в сегменте переработки и транспортировки сырья. Несмотря на снижение показателей, Chevron сообщила о выплате квартальных дивидендов в размере $1,51 на акцию, запланированную на 11 декабря. В целом, резюмируя упомянутые выше факты, можно говорить о том, что мировой кризис не обошел стороной нефтегазовый сектор. Проблемы с поставками, сложности с финансированием и освоением новых проектов дают о себе знать. Однако перспективы рынка энергоносителей не так уж и мрачны. Нефть и газ еще долго будут занимать лидирующие позиции в энергетическом секторе. Ранее европейские компании заявляли об отказе от ископаемого топлива и переходе на зеленую энергетику. Однако существенное снижение прибыли заставило их пересмотреть первоначальные планы. Так, Shell уже объявила о сокращении 15% сотрудников, работающих над проектами, связанными с энергопереходом. Добыча нефти и газа снова стала приоритетом. А мы продолжаем следить за самой важной и актуальной информацией. Больше новостей смотрите на нашем сайте по ссылке в описании. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и до встречи!